Всем привет, с вами Петши. Переиздание Patapon 1+2 реплей для современных консолей и компьютеров вышло, и с ним все очень плохо. До сих пор игра на оригинальной консоли или эмуляторе является самым лучшим выбором. Прямо сейчас, когда я это пишу, не прошло даже 1,5 часов с выхода, так что учитывайте, что я по сути наиграл всего минут 20 в каждую из частей, но у меня все равно накопилось немало претензий. Ну и учитывайте, что спустя время могли уже выйти патчи, но я почему-то сомневаюсь в том, что они будут что-то чинить. Я выделил несколько пунктов проблем, так что начнем с графики. К ней у меня на самом деле претензий меньше всего. Переиздание является тупо эмулятором PSP, а у консоли и так было разрешение 272p, из-за чего сделать новые текстурки довольно затруднительно. На самом-то деле у них и в оригинале есть свои оплошности, но их тупо не видно как раз таки из-за маленького экранчика. Но все же у меня есть некоторые вопросы, например, к обелиску первой части. Вот как он выглядел в оригинале, вот что с ним сделали в Patapon Remastered, вышедшем в 2017 году, и прошу заметить эту странную обводку в тексте. Но в реплее его сделали серым. И я вообще не представляю просто зачем, в этом нет никакой причины, он просто стал серым, потому что разработчики так захотели и подумали, что это хорошая идея. Но не волнуйтесь, во второй части с ним все нормально, слава богу. А может быть точнее к Амипону. Теперь вопросы к фреймрейту. Оригинальная игра работала в 30 FPS, и вся логика была завязана на этих кадрах в секунду. Разработчикам удалось перенести игру на 60 FPS, но проблема в том, что это сделало ее только более неприятной на глаз и геймплей. Все очень быстро и резко, что вообще не совпадает с анимацией тех же Patapонов, ибо она была нацелена изначально как раз на 30 FPS. Я не удивлюсь, если именно из-за фреймрейта текст-перебивка с объяснением чего-то, например, в самом начале игры пропадает быстрее, и мы получаем эти рандомные черные экраны. Как по мне, самым наглядным примером того, как все плохо работает в 60 FPS, является анимация смерти Додонги. В оригинале камера медленно и плавно движется к своему положению. В переиздании же камера тупо быстро дергается, из-за чего анимация выглядит очень плохо. Ну и наконец звук. Они умудрились испортить звук в ритм-игре, да? Да-да-да. Вы правильно услышали. Извините за каламбур. Корнем этой проблемы, скорее всего, является то, что в отличие от той же третьей части, где музыка просто разбита на кучу аудиофайлов, которые переключаются в зависимости от твоего комбо, в оригинальной первой и второй части все работает через встроенный синтезатор по типу MIDI, который сами из специальных файлов производит музыку. Я не моддер, но сам копался в файлах оригинальных игр и читал письмена на серверах Patapon моддинга в Дискорде. Возможно, я ошибаюсь в некоторых своих словах, но по сути музыка первой и второй части именно так и работает. Скорее всего, из-за этой системы разработчики не смогли повысить качество звука инструментов, и они звучат прям очень плохо. Но скорее всего, снова как раз таки из-за FPS они сумели поломать всю эту систему. Музыка на уровнях тупо плохо звучит по сравнению с оригиналом, послушайте сами. Такое ощущение, будто некоторые слои инструментов теряют синхронизацию или типа того. Короче, включается 5-6 с 5 утра. Дело в том, что, как я понял, в некоторые моменты, когда инструмент должен перестать воспроизводиться на небольшое количество времени, эти моменты, они просто сломаны. И, скорее всего, из-за этого у меня и был такой когнитивный диссонанс от музыки. Просто послушайте. Ну и со звуком даже вне уровней все очень странно. Просто послушайте, как он ломается в самом Патаполисе. Но больше всего меня позабавил Пан Покапон. Во-первых, при первой встрече Пан Покапон издает звук thank you, которого вообще не было в оригинале. Его типа реально ни разу не слышал, я не знаю, откуда он взялся. Ну и у самой мини-игры все очень плохо. Звук рога Пана кривейшим образом обрывается, а в конце мини-игры тупо пропадает весь звук. Ну и небольшие мелочи. Мультиплеер во второй части полностью вырезан, из-за чего нам сразу дают хорошие шмотки в начале игры, Меню бода символов для названия бога и герой сделано уже очень странно и просто. У главного меню те же проблемы, слишком оно кустарное, а музыка из начала интро второй части на фоне вообще звучит смешно. Короче, вот такой вот небольшой и быстрый обзор. Передаю комьюнити Patapon психического и физического здоровья, да и просто привет. Ну и также воспользуюсь шансом пропиарить мой другой канал, где я когда-нибудь через 100 лет буду выпускать более серьезные видео. Всем пока!
Блин, уже почти 4 утра.